Когда человеку исполняется 80 лет, он уже не торопится угнаться за временем. Уходит суета, и на ее место приходит тишина, наполненная мудростью и пониманием того, что действительно важно. Взгляд становится мягче, а сердце легче. Появляется желание делиться своими открытиями, чтобы другие могли избежать ненужной борьбы и начать жить осознанно уже сейчас. Эта исповедь Энтони Хопкинса не просто список советов, а откровение человека, который научился видеть жизнь во всей ее глубине и красоте. Полюбив своих родителей, братьев и сестер, супруга, детей и друзей, теперь я начал любить себя. Любовь всегда начинается с других. В детстве мы учимся любить родителей, тех, кто первым дарит нам заботу и поддержку. Затем появляются друзья, братья и сестры, потом спутник жизни, дети. Кажется, что круг заботы расширяется бесконечно, и времени на себя просто не остается. Но с годами приходит понимание, ты не можешь по-настоящему любить других, если не умеешь любить себя. Любовь к себе – это не эгоизм, а умение заботиться о своем теле, разуме и душе. Это признание своих достоинств и прощение своих ошибок. Это понимание, что ты ценен просто потому, что ты есть. Я понял, что я не атлант. Мир не лежит на моих плечах. В молодости кажется, что без нас все остановится. Мы берем на себя ответственность за все – за семью, работу, друзей. Но правда в том, что мир продолжит крутиться, даже если мы на минуту отпустим контроль. Это осознание приносит невероятное облегчение. Ты понимаешь, что не обязан спасать всех и решать все проблемы. Ты можешь просто жить и наслаждаться тем, что у тебя есть. Я перестал торговаться с продавцами овощей и фруктов. Еще несколько пенни не сломят меня, но они могут помочь бедному парню накопить на оплату школы его дочери. В мире, где многие считают каждую копейку, щедрость становится редкостью. Но с возрастом приходит понимание, что деньги – это всего лишь инструмент, и иногда несколько дополнительных монет могут сделать чью-то жизнь немного легче. Ты начинаешь видеть продавцов не как часть торговли, а как людей со своими мечтами и заботами, и возможность поддержать их приносит радость. Я оставляю своей официантке большие чаевые. Дополнительные деньги могут вызвать улыбку на ее лице. Она зарабатывает на жизнь гораздо усерднее, чем я. Щедрость – это не только про деньги, но и про отношение к людям. Когда ты оставляешь большие чаевые, это не просто благодарность за обслуживание. Это способ сказать человеку: «Я вижу твои усилия и ценю их». Эти моменты делают мир чуть добрее и теплее. И что удивительно, даря радость другим, ты сам становишься счастливее. Я перестал говорить пожилым людям, что они уже много раз рассказывали эту историю. История заставляет их пройтись по переулку памяти и заново пережить свое прошлое. Каждый из нас – это сборник историй. И с возрастом эти истории становятся особенно ценными. Когда пожилой человек делится воспоминаниями, он не просто рассказывает о прошлом, он возвращается в те моменты, которые были для него важными. Слушать такие истории – это способ подарить человеку ощущение значимости. И если ты видишь, как его глаза загораются, понимаешь, это было не зря. Я научился не поправлять людей, даже если знаю, что они неправы. Бремя сделать всех совершенными не лежит на мне. Мир дороже совершенства. Раньше казалось, что быть правым – это важно. Споры, доказательства, стремление поставить точку. Но с годами, понимаешь, мир не станет лучше от того, что ты выиграешь очередной спор. Настоящая мудрость – это умение промолчать и сохранить мир, ведь люди ценнее, чем правота. Я делаю комплименты свободно и щедро. Комплименты поднимают настроение не только получателю, но и мне. Комплимент – это маленькое чудо. Он может изменить настроение человека за секунду. И что самое удивительное, даря комплимент, ты сам становишься счастливее. Когда ты видишь, как человек расправляет плечи и улыбается, понимаешь, это был не просто комплимент, а подарок. Я научился не обращать внимания на складку или пятно на рубашке. Личность говорит громче, чем внешность. Мир привык судить людей по внешности. Но с возрастом приходит понимание, складки и пятна не имеют значения. Настоящая красота – это то, что внутри. Ты начинаешь видеть в людях их доброту, искренность и мудрость. И это меняет все. Я ухожу от людей, которые меня не ценят. Они могут не знать моей ценности, но я знаю. Раньше мы пытались понравиться всем, но это невозможно. С возрастом ты понимаешь, важно не быть хорошим для всех, а быть рядом с теми, кто ценит тебя таким, какой ты есть. Ты начинаешь выбирать окружение осознанно, и это приносит мир и гармонию.
Я сохраняю хладнокровие, когда кто-то играет грязно, чтобы обогнать меня в крысиных бегах. Я не крыса и не принадлежу ни к какой расе. Жизнь — это не гонка. Нет финишной черты, к которой нужно прийти первым. Когда ты отпускаешь эту борьбу, жизнь становится легче. Ты начинаешь наслаждаться своим собственным ритмом и перестаешь сравнивать себя с другими. Я учусь не смущаться своих эмоций. Мои эмоции делают меня человеком. Раньше мы скрывали свои чувства, считая их проявлением слабости. Но эмоции — это то, что делает нас людьми. Когда ты позволяешь себе чувствовать и выражать свои эмоции, жизнь становится ярче и искреннее. Я понял, что лучше отбросить эго, чем разорвать отношения. Мое эго будет держать меня в стороне, тогда как в отношениях я никогда не буду одинок. Эго — это преграда между людьми. Оно заставляет нас держаться за обиды и разрушает связи. Но когда ты выбираешь любовь и близость вместо эго, мир становится теплее. Ты больше не одинок. Я научился жить каждый день так, как будто он последний. Ведь он может быть последним. Мы привыкли откладывать жизнь на потом. Но потом может не наступить. Каждый день — это подарок. И если жить так, как будто сегодня последний день, жизнь становится насыщенной и полной. Я делаю то, что делает меня счастливым. Я несу ответственность за свое счастье, и я обязан им самим. Счастье — это выбор, это не обстоятельство и не чужая обязанность. Когда ты берешь ответственность за свое счастье, жизнь становится проще. Ты начинаешь делать то, что приносит радость, и перестаешь ждать одобрения от других. Жить с любовью и мудростью значит принимать жизнь такой, какая она есть, и находить счастье в каждом ее мгновении. А какой вы получили жизненный опыт, чем бы хотели поделиться? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажать на колокольчик и выбрать «Все». Ставьте нравится, лайки, большой палец вверх, пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями. Пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.